Когда в 2021 году глава компании Лэй Цзюнь заявил, что Xiaomi выходит на рынок электромобилей, многие лишь усмехнулись. Мол, еще один амбициозный стартап, который быстро сгорит. Но прошло всего 3 года, и ситуация изменилась кардинально. Первый автомобиль бренда Xiaomi SU7 не просто появился на рынке, а начал реально давить на признанных лидеров. Чтобы понять масштаб, стоит посмотреть на цифры. SU7 стал одним из самых продаваемых электромобилей в Китае. А в конце 2025 года произошло событие, которое еще недавно казалось невозможным. Xiaomi впервые обошла Tesla Model 3 по продажам на китайском рынке. И темпы просто сумасшедшие. Всего за 21 месяц компания поставила более 360 тысяч автомобилей. И эта цифра могла бы быть еще выше. Спрос оказался настолько большим, что производственных мощностей пока просто не хватает. Для многих автопроизводителей с вековой историей такой результат в новом сегменте – это годы, а иногда и десятилетия. И если кто-то думал, что это был разовый успех, то обновленный SU7 2026 года доказал обратное. Всего за 34 минуты уже 15 тысяч заказов. И это не просто клики на сайте. Покупатели внесли депозиты, тем самым подтвердив свои намерения приобрести автомобиль. Фактически люди проголосовали деньгами за улучшенное шасси и расширенный автопилот, который теперь идет уже в базе. И самое интересное – цена. В Китае старт примерно с $32 тысяч. Это всего на $580 дороже предыдущей версии, но при этом автомобиль получил гораздо больше технологий и безопасности. В этом видео разберемся, как Xiaomi удалось провести столь глубокое обновление всего через 2 года после дебюта, и почему новый Xiaomi SU7 уже выглядит не как обычный рестайлинг, а серьезной заявкой на доминирование в своем классе. Снаружи рестайлинговый SU7 на первый взгляд почти не изменился. И это тот случай, когда дизайнеры решили, если что-то выглядит круто, лучше не трогать. Но все же обновление есть. Самое заметное – расширенная палитра кузова. Теперь появились новые оттенки голубого, зеленого и красного, и в итоге электрокар можно выбрать уже в 9 разных цветах кузова. Но самое интересное – это не внешний вид, а технология. И здесь Xiaomi сделала действительно агрессивный шаг. Раньше лидар и продвинутые системы помощи водителю были доступны только в топовых версиях. Теперь все иначе. В рестайлинге лидар установлен на всех версиях. Он работает вместе с мощной вычислительной платформой производительностью 700 ТОПС. Ранее максимум составлял 508 ТОПС. По данным Xiaomi, электроника способна уверенно распознавать объекты даже в сложных условиях, при слабом освещении, в тумане или когда обзор частично перекрыт. Дополняет все это новый 4D-радар в переднем бампере и система очистки камер. Фирменные фары в форме капли остались. Это уже одна из узнаваемых черт моделей бренда. Но теперь они стали еще эффективнее. Дальний свет освещает дорогу на расстояние до 400 метров. Колесные диски предлагаются в 3 размерах – 19, 20 или 21 дюйм. Причем 2 старших варианта доступны за доплату. И еще одна деталь. На всех версиях теперь используются разноширокие шины – 245 мм спереди и 265 сзади. Дополняют образ красные тормозные суппорты и серьезная тормозная система с фиксированными 4-поршневыми механизмами. Все выглядит и ощущается действительно по-спортивному. Есть и практичные обновления. Передний багажник объемом 105 литров теперь получил электропривод крышки. Снаружи также выделяются черные зеркала и аккуратные полускрытые дверные ручки. При этом важно, что их можно открыть и механически. И еще один момент, о котором редко говорят, но именно он делает автомобиль действительно современным и безопасным. Более жесткая структура кузова лучше держит форму при нагрузках, эффективнее распределяет энергию удара и в целом делает автомобиль ощутимо крепче. И это еще не все. Теперь подушек безопасности стало не 7, а 9. Главное новшество – появились боковые подушки для задних пассажиров. Платформа Modena осталась прежней, но электрическая начинка теперь реально прокачана. Стандарт и Pro-версии получили 800-вольтовую архитектуру,
Раньше база работала всего на 400 вольт. А вот топовая версия Max подняла планку до 897, что почти честные 900 вольт. Подвеска тоже прошла апгрейд. Инженеры тщательно поработали над плавностью хода и управляемостью. Базовая версия автомобиля оснащена обычной пружинной подвеской, тогда как версии Pro и Max получили пневмоподвеску с регулировкой жесткости и высоты. По габаритам изменений нет. Длина 4997 мм, ширина 1963 Высота колеблется от 1445 до 1460 в зависимости от модификации, а колесная база ровно 3 метра. Снаряженная масса электрокара от 2055 до 2280 килограммов. Салон рестайлинговой модели стал настоящим оазисом комфорта и стиля. Материалы отделки пересмотрены до мелочей, кнопки теперь выглядят по-настоящему премиально, а новая темная отделка придает интерьеру еще больше элегантности. Центральный тоннель перекомпонован, а лоток с беспроводной зарядкой вмещает 2 смартфона и стал заметно больше. Декоративные швы на дверях и сиденьях обновлены, а новая, более мягкая набивка делает посадку еще уютнее. Экранная конфигурация осталась привычной. Приборная панель имеет диагональ 7 дюймов, мультимедийный дисплей 16, а проекционный экран с диагональю 56 дюймов доступен в топовой версии. Сиденья здесь заслуживают отдельного внимания. Уже в базовой версии передние кресла с 18-позиционной регулировкой и функцией массажа. Подушки передних кресел обеспечивают на 20% больше поддержки и на 30% больше комфорта. Задние сиденья тоже улучшены. Более толстая обивка, а небольшой холодильник в торце центрального тоннеля доступен за доплату. Передний пассажир может полностью расслабиться в кресле с эффектом нулевой гравитации, а салон наполняется атмосферой благодаря трехуровневой подсветке и мультирулю с кожей Напа. А в версии Max появляется двухзонная панорамная крыша с затемнением. А для меломанов аудиосистема из 14 динамиков в базовой и средней версии и целых 25 в топе, включая встроенные в подголовники. Обновленный седан прокачали и технически. Инженеры компании не просто увеличили емкость батарей и повысили эффективность моторов, они полностью переработали всю линейку SU7. Каждая версия теперь получила новый двигатель V6S+, который делает электромобиль еще мощнее, быстрее. Базовая версия теперь развивает 320 сил и 505 ньютон-метра крутящего момента на одном заднем моторе. Это заметный рост по сравнению с прежними 299 силами и 400 ньютон. Разгон до сотни остался прежним – 5,28 секунды, но максимальная скорость выросла с 210 до 240 км в час. А батарея на 73 кВт-часа стала работать еще эффективнее. Запас хода увеличился с 700 до 720 км по китайскому циклу CLTC. Но настоящая сенсация в дальнобойности – SU7 Pro. Здесь тоже один мотор на 320 лошадей и 505 ньютон, но батарея немного стала больше – 96,3 кВт-часа, раньше было 94,3. А благодаря этому полный заряд теперь позволяет проехать 902 километра. Да, цифра звучит фантастически. Даже если учитывать, что китайский цикл немного оптимистичен, на практике это около 600-650 километров без подзарядки. И согласитесь, такой результат ставит SU7 Pro в лидеры не только среди Tesla, но и среди большинства европейских конкурентов в этом сегменте. Разгон до 100 км в час у Pro остался 5,7 секунды, а максимальная скорость увеличилась с 220 до 240 км в час. Топ-версия Max тоже немного повысила планку. Полный привод, 2 электромотора. Суммарная отдача выросла с 673 сил и 838 ньютон до 690 лошадиных сил и 866 ньютон-метра.
Казалось бы, должна разгоняться еще быстрее, но время до 100 км в час почему-то увеличилось – 3,8 секунды вместо прежних 2,78. Максимальная скорость осталась прежней – 265 км в час. Тройная литиевая батарея на 101,7 кВт-часа увеличила запас хода с 800 до 835 км. И это еще не все. Улучшенная архитектура позволяет зарядить 670 км запаса за 15 минут. Раньше за те же 15 минут версия Max набирала лишь 510 км. И да, сверхбыстрая зарядка стандарта 5C для всех версий теперь реально делает визит на станцию почти таким же быстрым, как заправка бензинового авто, от 10 до 80% за 11 минут. Обновленные SU-7 уже на рынке. Базовая версия стандарт обойдется примерно $32 тысячи. Стоит отметить, что все комплектации немного подорожали, примерно на $500-600. Средняя самая дальнобойная версия Pro обойдется $36 300, а топовая Max – $44 150. Xiaomi показывает то, чего боятся даже самые консервативные автогиганты из Европы и США – скорость. Пока немецкие концерны тратят по 5-7 лет на смену поколений, Xiaomi за 2 года выпускает обновление, которое по объему инженерных новшеств спокойно могло бы называться новой моделью. Если они продолжат в том же ритме, вопрос уже не в том, сможет ли Xiaomi догнать Tesla. Вопрос в том, кто вообще сможет с ней конкурировать через 5 лет на мировом рынке. Xiaomi показывает, что скорость и инновации могут быть оружием сильнее любого бренда с вековой историей. И это не преувеличение, это реальность, которая уже стучится в двери автопрома. Это все на сегодня, но маршрут нашего канала только начинается. Ваш лайк и подписка – топливо для новых видео. Комментарии приветствуются, делитесь впечатлениями. Желаем вам ровных дорог, полной заправки и ярких поездок. До скорой встречи на канале.